Жила-была в уютном доме маленькая девочка по имени Вика. Вика была очень любознательной, очень веселой и очень активной. Когда наступал вечер и солнышко пряталось за горизонт, все в доме готовились ко сну. Мама задергивала шторы, папа читал книгу, а плюшевый мишка лежал на подушке. Но Вика говорила: «Я не хочу спать». Она придумывала 1000 причин, чтобы не ложиться в постель. Мама ласково гладила Вику по волосам. «Вике, пора закрывать глазки, чтобы завтра утром проснуться бодрой и играть». «Не-а», — упрямилась Вика. «Пока я сплю, в мире происходит столько всего интересного. Может быть, кошка Мурка танцует на кухне? А может, игрушечные машинки устраивают гонки в коридоре? Я должна это увидеть». И вот, когда мама и папа пожелали ей спокойной ночи и закрыли дверь, Вика решила провести ночную экспедицию. Она слезла с кровати и тихонько прокралась к окну. Ночь была темно-синей, и по небу медленно плыли облака, похожие на белые корабли. «Нужно проверить, что делают мои друзья-игрушки», — подумала Вика. Она подкралась к полке, но вместо гонок машинки мирно дремали. Кукла Катя спала. Даже злющий пластиковый динозавр лежал с закрытыми глазами и тихонько сопел. Вика отправилась на кухню. Она думала, что увидит танцующую кошку Мурку, но Мурка спала в своей корзинке, свернувшись клубочком. Единственное, что двигалось на кухне, это стрелки на часах, которые тихонько отсчитывали секунды. Вика вернулась в свою комнату и села на кровати, немного разочарованная. «Значит, ночью ничего интересного не происходит», — вздохнула она. Вдруг за окном она увидела яркую мерцающую звездочку. «Привет!» — шепнула звездочка. «Почему ты не спишь, Вика?» «Я боюсь пропустить что-то интересное», — ответила Вика. «Наоборот», — засмеялась звездочка. «Когда ты спишь, ты не пропускаешь, а начинаешь самое интересное. Ты отправляешься в страну снов. Там нет никаких правил». «А что там?» – спросила Вика. «В стране снов ты можешь летать на драконе из мороженого, построить замок из облаков, разговаривать с рыбками и даже научить кошку Мурку танцевать балет. Все, что ты хочешь, происходит только там. Но попасть туда можно только с закрытыми глазами». Вика задумалась. Летать на драконе? Строить замок из облаков? Это звучало гораздо интереснее, чем просто смотреть на спящие машинки. Вика забралась под теплое одеяло, прижала к себе Мишку и закрыла глаза. Едва ее ресницы сомкнулись, как она почувствовала, что ее кровать превратилась в большой мягкий воздушный шар, который медленно поднимается в небо. И вот она уже летит! Сверху она увидела синий-синий океан, а рядом с ней летел дракон с чешуей, которая блестела, как конфетти. Это был ее сон! На следующее утро Вика проснулась, потянулась и побежала завтракать. «Что-то интересное случилось ночью?» – спросила она маму. «Ты спала очень крепко и сладко», – улыбнулась мама. Вика улыбнулась в ответ. «Нет, я летала на драконе, а потом мы с ним построили замок из клубничного облака. Знаешь, мама, спать – это самое интересное приключение». И с тех пор, как только солнышко начинало прятаться, Вика без всяких уговоров бежала в кровать, чтобы поскорее отправиться в свою любимую страну снов. Теперь она знала, что самые невероятные приключения ждут ее там, за закрытыми глазами.